Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Одно время я не понимала рукодельниц, которые скупают разные красивые ткани, делают запасы. А сейчас сама такая стала. А все потому, что когда есть ткани, то приходит гораздо больше идей, что можно из них сделать. Тем более, если задумана работа из 9 цветов. Для одного блока сегодняшней пошивушки понадобится 9 квадратов 15 на 15 сантиметров. Конечно, сочетание цветов, их количество вы можете взять произвольное. Даже из 2 контрастных цветов уже будет все смотреться очень симпатично. В моем примере 1 квадрат, самый насыщенный по окраске, будет центральным. 4 квадрата средней насыщенности разместим по углам. И возьмем еще 4 квадрата очень светлых. Они будут в серединке каждой стороны. Все 9 квадратов соединим в одно полотно. Сшивать буду своим любимым способом – вертикальными рядами. Соединим вместе детали первого и второго ряда. Шить будем на юнике от Effective. Нам придется потом делать разрезы. Строчка должна быть крепкой, мелкой. Нитки берем нейтральные, серые. Все детали прошиваем одну за другой гирляндой. Закрепки делаем обязательно, везде, где надо и где не надо. После того, как прошили первую колонку, детали разворачиваем, швы тщательно расправляем. Это хлопок, можно просто ногтем провести. А потом присоединяем детали третьей колонки. Все полотно у нас держится на соединительных нитках. Тщательно расправляем швы. С изнанки припуски расправляем на 2 стороны. После этого сгибаем деталь и прокладываем шов. Уголочки все у нас на месте, ничего не потеряется и не убежит. Подготовленную деталь тщательно проутюжим. Проверим края, чтобы все было ровно, и найдем с середины каждой стороны центрального квадрата. А потом водорастворимым маркером нарисуем линии разреза. Очень удобно пользоваться широкой прозрачной линейкой. Сразу же видно, параллельные ли у нас линии и соблюдены ли все перпендикуляры. Работаю я простыми ножницами. После того, как блок разрезали на 4 части, делаем очень простое движение. Всего только 2 детали разворачиваем на 180 градусов. И получаем новый интересный рисунок. Это классический лоскутный блок, называют его исчезающая девятка. Остается только сшить. Получается, что для создания этого блока надо сделать 4 шва в начале работы, потом 2 разреза и опять 2 шва. Прошили по вертикали заготовку, швы расправили. Потом сделали шов по горизонтали. Центр на месте, уголочки стыкуются автоматически. Главное, самим ничего не перетянуть.
Получилась деталь 40 на 40 сантиметров. Этот блок очень любят рукодельницы. Посмотрите, какие варианты раскладок можно придумать с этим блоком. Непосвященному он кажется очень сложным. Попробуй догадаться. Кажется, что здесь можно запутаться в раскладке. А по факту это, наверное, самый удобный в пошиве блок для новичков. Все срезы прямые, шей до шей. В такой технике я сделала большое лоскутное одеяло. Но здесь у меня не 9 цветов, а больше. И блоки у меня были разного цвета. Но их всех объединяет то, что в серединке был темно-коричневый квадрат. После разрезания и перекладывания он как раз и дал необходимую графическую четкость. Всем желаю творческого вдохновения. Не бойтесь экспериментировать. Настоящая рукодельница никогда не скажет «я ошиблась». Она воскликнет: «Надо же, как интересно получилось!» С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!